Здравствуйте, друзья! Снова я на выставке «Деревообработка», и сейчас мы посетим лавку старьевщика. Здесь была как бы выставка внутри выставки. Ну, это выставка продажа. Начнем давайте вот с этих рубанков старинных. Как вы видите, сверху были железные, Бейлис. А здесь у нас различные профильные, колевочки. Такой ключ называется Monkey. Не от слова обезьяна, а от слова Чарльз Monkey. Ну, а тут, как вы видите, более поздние модели таких мини-разводных ключей. Где-то до 40-х годов вот такие были Monkey Wrenches, так называемые. Также вот вы видите другие модели различные. Какие-то зубастые, такие как крокодилы. Вот этот интересный ключ. Двойной какой-то. И плоскогубцы, и газовый ключ как бы сбоку. Также были различные стамески. Вот это вот скорее для каких-то балочных работ, видимо. Большая такая. Для резных работ различных. А это интересный немецкий рубанок Jordan. Мало про эту фирму известно. Они после войны послали в Америку такие рубанки с такой интересной системой настройки железка. Повторюсь еще раз, Jordan, как Майкл Джордан. Вот такая номер 3 или 4. Была масса деревянных рубанков. Вот здесь вот интересно, на этой полке рубанки из Балтимора. То есть это там, где я сейчас нахожусь. Это в конце 19-го, начало 20-х веков. Здесь было несколько мастерских, которые их производили. Это был, похоже, оконный рубанок. Тут различные полуфаганки, колевки. Это типичный английский шлифтик, такой в виде такого гробика, как они называют, кофин по-английски. И опять же идут различные профильные рубанки. Это такой bullnose, как плеченос, $78 стоит. Ну, это такой больше винтажный уже инструмент прошлого века, может, 50-е годы, 60-е, вот так вот. Интересно, что некоторые были прямо с коробками. Это Stanley 45, то есть у него было 45 различных профилей, таких маленьких железок. Он был изобретен, патент, в 1890 году. Сам рубанок, возможно, начала 20 века. А это тоже от Stanley, маленькие линеечки, штангенциркули и различные другие измерительные инструменты. Этот большой мне понравился. Это шпунтубель или пазник по-русски. Видите, деревянные гайки, боковой упор. Он используется для выбора различных пазов, в основном вдоль доски. Мерисмусы, как вы видите, различных систем. Это типичный британский. И опять же винтажные торцовочники. Но они где-то были в пределах баксов 50, вот, в зависимости от состояния, года, редкости. Стружки различные. Это более старинный, а там более такие винтажные. Переходим на рубанки Stanley. Здесь, кроме тех дизайнов, которые привычны вашему глазу, будут некоторые, которые вряд ли вы видели. Сейчас покажу. Sargent, конкретно этот. Чем он интересен, что здесь автоматная настройка железка. То есть вся система железка стружкокол вынималась для подточки и потом обратно вставлялась. Не нужно было перенастраивать. А это уже рубанок Stanley, точно такой же. Autoset. Опять же, повторюсь, вынималась железка со стружкоколом, потачилась, вставлялась обратно и продолжаешь работать. Их не так много сделали, пожалуй, поэтому они более редкие. Видимо, они не сильно были популярные. Miller's Falls. Ну, это такой больше клоун Stanley традиционного дизайна. Опять же, стамески, резцы. В основном винтажные, кое-какие старинные. Я там видел даже пару современных более-менее.
такие вот интересные. Это больше какая-то стамеска. Это современная швейцарская, кстати, фирма. Хорошие резцы, наверное, по баксов 60-70. Опять же, сбор блатных. Можно что хочешь тут найти. Дрели разных систем и возрастов. Это более старинные уже. Это где-то середина 19 века. Прямо в ящике вот были различные инструменты. Даже жалко смотреть на это все дело. Ну, так вот продают, как помидоры. Прообраз современных шуруповертов с трещотками. А это вот даже дрель такая. Можно было немножко быстрее вкручивать с помощью такой системы. Я даже видел, русские такие были для самолетов. A lot more stuff this year, or is it about the same? Well, they gave us more space. Oh, that's good. Yeah. Тут различные были тиски. А вот то, что на первом плане видно, это сверлильный станок ручной. Там можно было двумя руками браться вот за эти ручки, как за педали в велосипеде, и пошел. Видите, как она работала, интересно. Старинные более такие ручные дрели были, тоже ближе, наверное, 18 век. Прообразы железных. Там, интересно, рубанок лежит закругленный. Видимо, для каких-то перил применялся. Вот здесь вы сейчас видите снова. Этот маленький тоже. А это, как мне сказал старьевщик, была модель, которую какой-то продавец носил, рекламировал подобные токарные станки лет 100 назад. Тройник такой. Уровни старинные. Метчики различные. Тут немножко смешано, конечно. Старинные, совсем старинные. Может, не очень старинные. И немножко еще рубанков напоследок. Но еще немного железа тут. Ключей различных систем. Подобный рубанок выпускает Ли Нельсон. Это была Стэнли. Старинный штангенциркуль. Это, наверное, когда 50-е, может, какие-нибудь. Это были пилы Дистон. Некоторые люди даже собирают их. Там довольно интересно по этим медалям таким медным. Различаются они по годам, по ценности. Тоже пару пил было еще. А это мужик говорит, если ты такой подымешь, то вор уже сразу поймет, что с тобой не надо связываться. Уровень мне понравился. Такой пузырь там большой. Это уже больше, наверное, строительный. Ребята, если вам понравился данный ролик, то, думаю, вам понравятся также ролики Юрия Примаченко и Андрея Ермолкевича. Андрей вообще в последнее время перешел почти полностью на ручной столярный инструмент и делает прекрасные обзоры. Юра профессиональный столяр. Он, конечно, не может часто им работать, так как деньги просто банально не сможет заработать. Однако трепетно к нему относится и периодически нас удивляет какими-то новыми и интересными рубанками. Также хотел упомянуть два канала Ивана Баева и Александра Столяра. Иван вообще с детства знаком с ручным инструментом и периодически показывает свою коллекцию и как им работать. А Саша
недавно пришел в столярку, но мне нравится то, что он сразу ставит руку на ручной инструмент наряду с тем, что он работает с электрическим. Спасибо, ребята, за внимание. До свидания.